Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, как вы уже поняли из названия, о раскрашенном за месяц. На самом деле было не так много раскрашено. Я уж как-то говорила, какой-то, не знаю, спад желания или настроения, или кризис, или еще как это назвать. В общем, это и не важно. Но как-то не особо хотелось красить. Но были моменты, когда мне действительно хотелось пораскрашивать. Давайте покажу, что раскрасила. Начну «Звездные войны». Я как-то показывала. Я покажу именно, что раскрасила. Красила вот таких вот девочек. Так, это, по-моему, Рэй, если не ошибаюсь. И красила Лею, но не докрасила. И Йода был у меня. Ну и, по-моему, мне кажется, все. Остальных я так и не раскрасила, не докрасила. Не знаю, как я уже говорила, не было особого желания. Дальше Кавай. Мне дарила ее Ира. Ириш, привет тебе. Я говорила, здесь мне больше понравилось красить маркерами. Я с удовольствием здесь крашу маркерами. Что ж такое сегодня? Первая была это вот такая вот девочка в пижамке. А здесь, ну, как по мне, бумага вот именно под фломастеры, маркеры. Ну, мне так удобнее, и такая некая дыхалочка. И я крашу здесь маркерами. Не знаю, видно, нет? И еще одна была. Вот такая вот иллюстрация. Ну, тоже маркерами. Ну, всевозможные маркеры, фломастеры, в общем. Ничего конкретного. Дальше. По номерам было. Это Дэвид Вудров. И здесь было несколько сделано работ. Первая была это вот такая вот, я не знаю, что это, Китай, Япония, Корея, в общем, неважно. Вот такая вот красота тоже. Здесь, по-моему, браши от Faber-Castell были. Дальше следующая была иллюстрация. Это вот такие вот, такой вот подсолнух, поле подсолнуха или подсолнухи, в общем. Также, наверное, Faber-Castell. Ну, все подряд. Так, и еще один. Было такое вот настроение, знаете, как-то села и решила, что хочу тут пораскрашивать. И подсела на них. И вот такая вот, ну, наверное, Япония. Тоже брашами. Ничего такого примечательного. Я надеюсь, вам видно. Мне как-то вот, что не пойму, почему такое освещение сегодня. Дальше на день всех влюбленных красили сыры. Была у меня раскрашена вот такая вот влюбленная пара. Здесь карандаши. По-моему, Faber-Castell черные эти Black, которые чего-то там. Дальше Кристин Кэрон. И здесь мне как-то, знаете, я просто сидела и раскрашивала. Ничего сверхъестественного, ничего вот такого примечательного. Просто вот сидела, красила. Фон тоже так сидела, баловалась. Я не знаю, с чем это обусловлено. Вот так вот мне захотелось. Ничего конкретного, ничего личного. Вот просто мне так хотелось сделать. И раскрасила так. Дальше, опять же, на день влюбленных была раскрашена иллюстрация в Дисней. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот, что
Что-то у меня здесь с освещением прям совсем меня подводит. Вот такая Симба с Налой. Парочка. Была сразу буду убирать стикеры, а то я уже, знаете, фломастерами путаться начала. Забываю, когда их убрать, потом путаюсь. Еще один Дисней, том Диснея. Это уже второй том. Здесь тоже к Дню всех влюбленных я красила Аладдин и Жасмин. Ну, тоже фломастерами. Такая вот красота. Дальше. Что дальше? Ангелина. Ее канал называется Гранди Карт. Ангелин, привет тебе. Предложила присоединиться к ее челленджу на тему весна. Весна, весенние все такие вот символы и так далее. Все, что связано с весной, пораскрашивать. Я с удовольствием согласилась. Ангелин, привет еще раз. Ну и, соответственно, немножко пораскрашивала. Первое, что у меня было раскрашено, это вот такая вот феечка весенняя. Я не знаю, видно вам, нет. Мне у нее понравились только крылья. В общем, вот такая вот была феечка. Бумагу сильно повело. Здесь акварель. Акварель, вот эти вот, ну, блестки на крыльях. Чуть белые гелевые ручки. Ничего особо не дорабатывала, не делала, потому что, ну, бумага ужасная. Я уже говорила об этом как-то. Здесь плохо и карандаш, и акварель ложится, а уж все остальное тем более. Поэтому особо не мучилась. Здесь просто акварель. Бумагу повело. Прям, знаете, вся такая в кране. Вот. В общем, вот такая у меня весна. Нежная. Крылышки прям шикарно у меня получились. Мне бы так хотелось, чтобы вы их увидели. Вот они. Просто замечательные. Прям не знаю, как девушка, а крылышки у нее просто шикарные. Дальше. Все на тему весна. Сейчас буду показывать. Были вот такие вот фобитики. Это большой город, по-моему. Да. Вот такая вот цветочная поляна. Здесь вот и гиацинты, и тюльпаны. В общем, такой вот весенний, я не знаю, ну, сад навряд ли, скорее клумба весенняя. Раскрашивала тоже разными фломастерами. Дальше. Весенняя у меня вот такой вот Creative Heaven. Весенняя книжечка. Мне дарила ее Мила. Мил, привет тебе. И спасибо. И здесь я красила. Я не совсем поняла. Наверное, все-таки это окно. Навряд ли дверь. Ну, вот такой вот весенний. Что, веночек. Ну, наверное, на окне все-таки весенний цветочек, такой веночек. Здесь тоже вот и тюльпаны, и что-то типа сирень. Ну, в общем, все, что связано с весной. Тоже раскрашивала фломастерами. Следующее, это тоже Кристин Кэрон, феи. Я раскрасила тоже на... Ну, давайте, раз уже покажу. Просто... Мне захотелось еще все-таки конец, уходила уже зима, и я в таком вот немножко зимнем варианте. Ну, не то чтобы прям совсем зима, но тем не менее раскрашивала вот такую вот феечку. Здесь карандаши Лира. Вот. Только карандаши, больше ничего, в общем-то. Ну, пару бликов гелевой ручкой. И на тему весны я здесь раскрасила тоже еще одну феечку, но уже с ландышами. Вот такая вот весенняя. Здесь тоже Лира. Ничего больше, просто карандашики. Вот такая вот у меня получилась весна. Дальше. Это еще не все. Мне прям понравилось, да? На тему весна.
А также я раскрасила вот волшебный мир фей. Я раскрасила вот такую вот фею с тюльпанами. У нас тюльпан весенний цветок, поэтому я ее раскрасила. Тут несколько иллюстраций, но мне почему-то вот выпал пал взгляд именно на эту феечку. И я решила ее раскрасить. Здесь тоже акварель. Здесь немножко перфорировано. Ну, не перфорировано, прошу прощения, забыла опять, как она называется. Вот это вот акварелька. Такая вот блестящая. Вот. Дальше. Все так же на тему весна. Видите, как я разогналась-то? Я раскрасила. Это уже по номерам цветы. Мое недавнее приобретение. Я раскрасила вот такие вот замечательные подснежники. Это, по-моему, тоже... Это Браши Фабер-Кастель. Очень мне нравится. Вот так, нежные цветочки. И также я раскрасила вот такой вот букетик тюльпанов. Тоже на тему весна. Ну и еще я задействовала на тему весна одну раскрасочку. Это роскошь цветов, магия черного. Здесь тоже есть весна. Здесь ее тоже можно к весне как бы раскрасить. Много иллюстраций, но я раскрасила 2. Это опять же подснежники. Вот такие красила здесь гелевыми ручками. Я целенаправленно делала яркие, такие вот блестящие, неоновые. Ну вот мне так захотелось. И опять же ландыши. Может наоборот, ну в общем не важно, да, наверное это все-таки ландыши. Вот такие вот. Они раскрашены, просто цвечают. Сами цветочки. Как будто белым выглядит. Ну, в общем, мне нравится. Классно красится. Я в прошлом году по весне как раз красила нарцизы. Видите, очень здорово. Здесь это смотрится. Что касается весны, это все. Именно весны. Дальше. Ну, мне вот такую дарила Наташа. Наташ, привет тебе. Раскрасочку. И я здесь докрасила. У меня была недокрашенная вот эта иллюстрация. Какая-то она темноватая прям получилась. Не знаю, с чем это связано. Я ее решила докрасить. Она была не закончена. И начала тоже здесь, вот видите, не успела закончить. Вот, потому что протекло все с обратной стороны. Я решила тут тоже раскрасить иллюстрацию. Потому что, ну, чтобы было красиво. Дальше. Малышка это по номерам. Ой, прошу прощения, по номерам. Здесь мне захотелось тоже раскрасить, но как-то не совсем удачно, хотя мне это не мешает. В общем, я раскрашивала такого леопарда и чуть-чуть ошиблась с выбором браша, и он мне получился такой прям темный. То ли леопард, то ли барс, не знаю. Неважно, в общем-то. Хотя мне вот нравится. Так, ну и последняя в этом месяце раскрасочка, которую я раскрасила именно в этом месяце. Это 100 объятий Крис Ридл. Мне тоже очень ее люблю. Я здесь доделала вот эту вот работу. Я как-то показывала вам. Я начинала делать, пробовала здесь сделать фон. Ну и вот решила докрасить эту пару. Мама с сыном. Кто-то видит здесь мужа с женой. Ну, как по мне, здесь вот явно мама и сын. Ну, это и не важно. В общем, такая получилась прелесть. Дальше я раскрасила вот такую. У нас год зайчика, да, в этом году. Этот год такая вот интересная получилась пара. Кролик и молодой человек. Все раскрашивала карандашиками, по-моему, тоже Лира.
Вот такая вот прелесть. И еще одна была. Так, вот она. Тоже кролик, но уже с черепашкой. Вот такая вот иллюстрация у меня получилась. Тоже лира, если не ошибаюсь. Я здесь фоны делаю редко. Здесь бумага, не сказать, что очень плотная, но я бы сказала, даже прям тоненькая. И некоторые иллюстрации двухсторонние. Некоторые, конечно, можно считать как односторонние, допустим, да, здесь вот со стихами. Вот. Но не знаю. Они здесь даже и без фона, мне кажется, очень красиво смотрятся. Вот эти вот такие маленькие, да, зарисовочки. Можно делать фон. Может быть, будет настроение, сяду, сделаю еще и фон какой-то. Но я боюсь, потому что я вот пробовала сделать полноценный фон здесь. На самом последней иллюстрации, видите, что получилось? При минимуме воды. Просто взбрызнула. И то, видите, что получилось. Я боюсь представить, что будет, если полностью. Ну, здесь хорошо только, наверное, пастель сухую использовать. Ну, карандаш, сухую пастель, потому что очень тоненькие листочки. И, конечно, если совсем протечет, будет очень-очень жалко. Но вот, как я уже сказала, они даже без фона, мне кажется, вот сухая пастель чуть-чуть я добавляла, делала фон. Тоже неплохо смотрится в целом, как мне кажется. Вот просто пастель на фоне с крокодильчиками. Вот опять же без какого-либо там замудренного фона. То есть мне это не мешает, например. Вот. Очень нравится мне эта раскраска. Я прям в восторге. Было бы продолжение, с удовольствием бы купила. Потому что, ну, действительно приятно красить. И я уже несколько раз пожалела, что не взяла ее с собой в отпуск. Ну, мне кажется, это самый оптимальный вариант, да, потому что, как ни крути, в отпуске все равно вы отдыхаете, куда-то ходите. То есть, кто там, допустим, едет к родителям, ну, все равно же вы и отдыхаете, и загораете, и помогаете там родителям, или едете, допустим, куда-то, конкретно в путешествие, тем более. И тяжеловато с собой это все тягать, и бывает на это просто нет ни сил, ни времени раскрашивать. Мне кажется, вот такой вот вариант самый удачный. И я уже пожалела, и не знаю почему, уже задумалась, но почему я ее никогда не беру с собой. Хотя частенько подумываю об этом. Поэтому, девчонки, у кого есть такая раскраска, мне кажется, для отпуска это самое то. Или кто... Ну, она бывает еще появляется, еще можно где-то ее купить, найти. Я даже пару раз ее видела. Вот такая вот прелесть. Ну, посмотрите. Во-первых, минимум материала надо с собой можно брать. Во-вторых, минимум времени, минимум места, да, вот для таких раскрасочек. Даже в поезде, в самолете можно красить. Я считаю, что класс. Вот. Так что присмотритесь. Вот такой вот у меня был месяц раскрашивательный в феврале. Ангелина, спасибо за предложение. С удовольствием поучаствовала, пораскрашивала. Ссылку на канал Ангелины я обязательно оставлю под видео. Кто еще не знаком, проходите. Смотрите, у нее очень много тоже видео про раскрашивание, раскраски, материалы и так далее. Очень добрый, позитивный человек. Поэтому, если кто-то еще все-таки есть такие, кто не знаком, обязательно проходите, знакомьтесь. Ну, кто знаком, девчонки, проходите по ссылке посмотреть, что раскрасила она. Я тоже сейчас закончу свое видео и пойду с удовольствием посмотрю, что раскрашено на тему весна и просто без челленджа, что было в этом месяце раскрашено. Вам хорошего настроения, хорошего весеннего настроения, хорошей весны. Всем позитивного какого-то настроения, творческого настроения. Ну и всего самого-самого хорошего. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. Всем пока-пока.